прошедший матч Евразия Extreme Open 2015 стрелки будут еще долго обсуждать и пересматривать кадры стрельбы. Еще бы, на чемпионат приехало 40 лучших стрелков мира. О том, как выступили лучшие из лучших, наш репортаж. После каждого стейджа овации этот сквот собирает зрителей и стреляет лучшие стрелки мира. В центре внимания Эдуардо де Кобос, неоднократный чемпион Испании, чемпион Европы, представляет екатеринбургский клуб «Архангел Михаил». Матч прекрасный, и не побоюсь сказать, выглядит как чемпионат мира, чемпионат Европы. Прекрасная организация, интересные упражнения. Я отстрелялся неплохо, думаю, что в тройку вошел, но здесь такие сильные конкуренты из Сербии, Чехии, они стреляют очень круто, и соревноваться с ними будет сложно. Это главный конкурент де Кобоса на этом матче, стрелок из Чехии Робин Шеба. Мы отстреляли только половину матча. Я думаю, что я продолжу хорошо стрелять, улучшу результат. У нас завтра еще 10 упражнений предстоит. Сегодня было 6, но здесь очень много стрелков. Впрочем, пощекотали нервы иностранцам и наши российские спортсмены. Алексей Пичугин и Мария Гущина стреляют в классе продакшн. Для нас это в первую очередь подготовка к чемпионату России. Поэтому, конечно, все российские стрелки в первую очередь ориентированы взглядами туда. Здесь много иностранных стрелков, топ-уровня, безусловно, на которые было бы интересно посмотреть и зрителям, и специалистам. И Робин Шебо, и Любиша Момчилович, и Эдуардо де Кобос, и многие-многие другие. Я думаю, что конкуренция достойнейшая. В итоге Кобос первый, Шеба с отрывом почти в 3,5% второй, Пичугин третий с результатом 93%. А вот Мария искренне призналась, этот матч прошел не так удачно, как обычно. Чемпионке мира не удалось привезти из Москвы свой пистолет, стрелять пришлось из арендованного. Все равно надо стрелять из своего, то есть это... Конечно, я могу с ним нормально стрелять, но когда ты со своим, то, конечно, результат намного лучше. На самом деле, если смотреть, то они не особо сложные, но когда ты их стреляешь, и по моему результату видно, что на самом деле ничего простого там нету. То есть, да, достаточно сложные, есть какие-то такие свои маленькие нюансики в каждом. То есть надо быть аккуратным. Хотя они, на первый взгляд, они кажутся обычными, простыми, и ничего в них сложного нет. На самом деле есть подвохи. Всего в Екатеринбург приехало 4 десятка иностранных стрелков. Интересная борьба развернулась в открытом классе. За призовые места боролись Виктор Бояркин, который представлял клуб «Архангел Михаил», Мартин Каменичек из Чехии и чемпион Европы, испанец Джозеф Балестерос. Вначале я обязательно холощу, потом пытаюсь сконцентрироваться. Очень важно сосредоточиться на своей стрельбе, на себе и не обращать внимания на то, что делают другие. Балестерос в итоге первый, Каменичек второй, Бояркин третий. В классе стандарт все призовые места уехали за границу. Бронзу забрал испанец, который также стрелял за клуб «Архангел Михаил» Горка Ибанес. Серебро у немца Грегори Мидли, призера чемпионата Европы, чемпиона Швейцарии и Германии. Соревнования прекрасные, стреляю я не хорошо, не плохо, ну скажем, средне. Упражнения очень сложные, соревновательные, очень красивое стрельбище, одно из лучших в мире и Европе. Стейджи построены прекрасно, все очень нравится. Ну а первым в стандартном классе стал венгер Георги Батки. Действующий полицейский инструктор по практической и тактической стрельбе пришел в IPSC 20 лет назад. Раньше, когда я только начинал работать в полицейском участке, я стрелял очень плохо. Мне необходимо было начать заниматься таким спортом. Мне очень понравился IPSC, потому что это очень похоже на настоящую жизнь. Практическая стрельба пришла в Россию лишь в начале нулевых, поэтому наши стрелки не могут похвастаться большим списком наград, полученных на международных матчах. Но IPSC в России развивается космическими темпами. Строится стрельбище западного уровня, чем, кстати, может гордиться Екатеринбург. Матчи становятся все более масштабными. Мы можем составлять им конкуренцию в ряде нескольких стрелков, но мы пока не можем составлять им конкуренцию в массовости.
То есть у них больше хороших стрелков, у нас меньше хороших стрелков. А вот уровень стрелков уже, то есть достаточно с каждым годом мы подбираемся все ближе и ближе. Главная звезда этого матча – американец Фрэнк Гарсия, мэтр практической стрельбы. В прошлом году выступил матч-директором чемпионата мира по пистолету, который проходил во Флориде. Опытнейший спортсмен искренне поделился: от Екатеринбурга из соревнований в восторге. My journey began in Florida. Я прилетел сюда вчера вечером и сразу обратил внимание на то, что это прекрасный город. Пока я ехал, я был поражен. Город замечательный, очень много впечатлений, прекрасные люди. И когда я приехал на стрельбище, я ахнул еще больше. Это фантастическое место. Я такого еще не видел, слышал, но не видел. Я поспал 2 часа и поехал стрелять в закрытый тир. Увидел прекрасные упражнения, удивительный тир. Там прекрасное освещение, хотя я мало спал, глаза не устают. А сегодня я поспал побольше, приехал на открытое стрельбище и снова был поражен. Понаблюдать за тем, как лучшие из лучших стреляют, спортсмены смогли в последний день матча. Организаторы вместо дуэли устроили игру Супер-4. Лучшим в своих дивизионах предложили пострелять пару упражнений. Так завершился первый международный матч в Екатеринбурге Евразия Экстрим Open 2015. А впереди чемпионат России, который обещает быть не менее зрелищным и интересным.